Я очень быстро начинаю чувствовать, что разочаровываю других, если не даю им всего, чего они от меня ждут. И из-за этого испытываю чувство вины. Это не мои слова, но я хотела пропустить их через себя, понять, что я испытываю, когда выбираю себя. Есть ли во мне вина сейчас? Или была раньше? Три картины мели меня в этих размышлениях, и в итоге ответы и мысли, к которым я пришла в финале, удивили меня. Она стоит одна, лицом к закату, словно в точке выбора. Пойти вперед или остаться? Что она выберет? Себя или кого-то? Каждый здесь делает свой выбор за нее. Мой выбор — пойти вперед, на этот свет. Выбрать себя. Но она пока стоит у черты. Она сейчас между темным и светлым. Все внутри нее уже созрело для движения дальше. Ее тянет вперед. Но в то же время она пока не делает первый шаг, потому что пространство впереди такое большое, так много неопределенности. В этой точке она сомневается. А вдруг я пойду дальше, и там тоже станет темно? Вдруг свет — это обман, иллюзия, и я сама создаю эту тьму и тащу ее за собой, погружая в нее всех вокруг. Но в этом есть попытки удержаться за привычное свое, даже если оно не живое. Так безопаснее. Понятно, как выживать. А там? Но она уже открыла ладони свету, словно готова принять эту неизвестность и отпустить то, что держит в темноте. Ведь свет очень реален, и развидеть его уже не выйдет. Выбор придется сделать и узнать, что дальше. Вина возникает не из выбора себя, а из-за разрыва с привычным мраком. Я прошла эту точку. Эта картина была про мое прошлое. Эта девушка сделала выбор. Она выбрала заниматься искусством в эпоху, когда это не подобает. Она осталась собой, но, возможно, чувствует за это вину, стыд или новые сомнения и страхи. Что стоит за этим одновременно уязвимым и решительным взглядом? Очень говорящая со мной картина. Здесь я вижу выбор себя прежде всего в решении действовать, несмотря на неудобства и давление со стороны. Комната, где она оказалась, довольно мрачная. Разбитое окно, напоминающее о чьих-то разбитых ожиданиях. Вокруг пустота, как возникшее одиночество после выбора. Стул, который словно ей мал. Но она села к окну, где больше света. А через разбитое стекло поступает свежий воздух. Мольберт не нужен. Она опирается на картину. Она опирается на то, что любит. Возможно, в этот момент она чувствует отвержение или осуждение со стороны. Но в ее взгляде я вижу сожаление. Словно она понимает намного больше, чем ее окружение способно принять. И чувство вины здесь не перед теми, кто не принял, а перед собой, что, возможно, долго не делала выбор в пользу себя, следовала заповедям «должна», чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Сейчас, даже в этой мрачной комнате, она продолжает выбирать себя и то, что важно для нее. Это для них комната мрачная и неудобная. Для нее это, возможно, лучшее место в мире. Так что стало импульсом для той первой женщины на картине, чтобы все-таки оказаться в этой, второй? Возможно, сначала она искала по инерции нужный стул, целое окно и уютную комнату, чтобы сделать выбор, но затем поняла, что рано или поздно сама разобьет стул и окно, чтобы освободиться от давления, которое сама же так усердно оберегала. Я сейчас ощущаю себя героиней второй картины. А что дальше? Что она чувствует, когда она внутри своего процесса? Там, где она уже не стремится быть понятой или принятой. Комната стала более комфортной, но все, что вокруг нее, словно существует фоном.
ноты, картины, они словно растворены. Весь интерьер полупустой. Можно все убрать, и смысл картины не изменится. Главное здесь только она и ее состояние, музыка, которую она слышит в себе. По картине я не могу понять, какая музыка там играет. Она не отражается в других объектах для меня, она мне не видна. И я хотела бы ее услышать, но для этого мне нужно приблизиться к ней так тихо и незаметно, чтобы не нарушить ее пространство. Я должна уважать ее пространство. И это не про личные границы. Она их не защищает и не закрывается, напротив. Она создала пространство своего смысла, и оно настолько цельное, что границы не нужны, защита не нужна. Потому что это пространство отпугивает тех, кто стремится нападать, а те, кого она притягивает, будут уважать и осторожно находиться ближе, чтобы слушать ее музыку. Для меня все три картины про путь зрелости личности. Если в первой она еще взрослеет и учится выбирать себя, то в третьей выбор уже позади. Она уже в эпицентре света. Она и есть этот свет. В этом путешествии я не соприкоснулась с чувством вины к другим, а только к себе. Я поняла, что чувство вины – это маркер, по которому ты можешь понимать этап развития своей личности. Если ощущаешь вину, ты на пути взросления. Если вина стала уже прочитанной книгой, ты на этапе зрелости. Я же сейчас двигаюсь в третью картину своей жизни, без чувства вины.